Компания SEC наконец-то одобрила спотовый ETF на биткоин. Наконец-то. Теперь точно ни у кого не возникает сомнений, что будет мощный булран. Всем привет, друзья! И всем новым зрителям, кто меня смотрит на моем YouTube канале. Сегодня проговорим про одобрение биткоина ETF, а также про мой портфель, как он вырос. Это просто шикарно. Итак, вот давайте посмотрим новость. Официально одобрила запуск 11 первых биткоин ETF. Это вот у нас компания SEC. В своем телеграм-канале я также писал что ETF на спотовые BTC одобрили. Одобрение у нас происходило по московскому времени с 10 по 11 января. По нашему времени это было 2 часа ночи, то есть уже 11 января, и все это ждали. Я же написал статью, что одобрили спотовый ETF на биткоин, потому что тогда было очень много фейков. Я не спал, я следил за этой новостью. Эту новость, наверное, ждали все криптоинвесторы, и там на официальном сайте SEC сначала они выложили статью, что одобрили, потом через где-то 5 минут удалили. То есть на всех телеграм-каналах было что одобрили, где-то не одобрили, в основном везде были фейки. И я написал ее только 11 января в 4 часа дня, потому что я решил подождать, следующего дня уже лег спать, не стал до конца всего ждать, решил что лучше будет проснуться утром и уже официальную версию посмотреть, одобрили или не одобрили. Итак, что такое биткоин ETF? Как он работает и как влияет на рынок криптовалют? То есть, простыми словами скажу, как вот у нас были ETF на брокерском счете, допустим, типа NASDAQ, S&P 500, вот эти фонды, где в них собраны все акции разных компаний. S&P 500, там 500 плюс компаний. И также ETF на биткоин, то есть люди теперь могут покупать на бирже, то есть она вышла на биржу, и на бирже могут покупать люди, которые не хотят на своих собственных кошельках держать биткоин, а просто заходить на биржу и одной кнопочкой покупать. То есть это сделали удобно для того, чтобы привлечь новых инвесторов. Объем торгов паями биткоин ETF на старте превысил $1 миллиард. Вот эта новость 11 января в 6 вечера. Торги паями фондов на ведущих биржах начались на следующий день после одобрения регуляторами США. Что самое интересное, до момента биткоин рос и превышал отметку $49 тысяч. Но в итоге, когда все это одобрили, он начал падать. И у нас начал расти эфириум, потому что он начал расти на новостях о том, что следующее одобрение будет на эфириум, то есть так как одобрили ETF на биткоин, уже в основном все уверены, что на эфириум тоже одобрит. И на этих новостях эфириум начал расти. А также теперь давайте сейчас я вам покажу свой портфель. То есть год у нас начался шикарно, все началось расти. Добро пожаловать в путешествие на крипторынок 2024 год, где нас ждет полностью рост, позитив на рынках. Также, как я говорил, в 2023 году покупайте криптовалюту. Я также выпускал видео 3 фактора роста, при котором у нас будет расти криптовалюта. В 2023 году, то есть по окончанию года, мой криптопортфель очень хорошо вырос, то есть он дал очень большие проценты. Допустим, мы смотрим на Solana. Solana у меня в портфеле 150%. 150, она сейчас немного упала. Был момент в декабре, когда он показывал плюс 200%. Также эфириум. Эфириум сейчас показывает 70%. Это плюс $1342. Это около 119 тысяч рублей. Вы представляете? Покупал я его. Я также снимал видео, где я покупал эфириум. Один эфириум я покупал 13 сентября 2023 года за $1602. А также я покупал его 19 сентября 2022 года за 1359. Тут я купил не 1, а 0,22 эфириум, то есть совсем немного. По Solana. Solana у нас в начале года стоила прям $8. Давайте посмотрим. Сейчас я открою график. Вот, допустим, начало года. Так, тут не видно. Так, 18 января. Так, давайте откроем TradingView.
Вот на TradingView более точнее все видно. Вот Solana. Так, вот начало года где-то. Ну, давайте вот. Ну, 9 долларов, практически 10, да? На сколько процентов он вырос? Так. Вот сейчас, в данный момент, на 834%. А вот по окончанию года он показывал 1100%. Вы представляете, какие иксы сейчас нас ждут на криптовалюте? Просто, допустим, посмотрим, вот, пожалуйста, можно сравнить. Так, вот, средняя цена у меня на Solana сейчас где-то 38-39 долларов. Сейчас это найдем. Вот, 38,74 пусть будет. 142%, да, вот, давайте сравним. Ну, почти, да, плюс 149%. Но так как я ставлю в стейкинг, ребята, так как я ставлю в стейкинг все свои альткоины, криптовалюта это как просто в банке депозит, когда вы кладете деньги, но только при этом у вас стейкаются монеты, и когда она растет, вы представляете, насколько она может вырасти процентов? Вот, у меня стоит на фиксированный срок. Давайте, вот я вам покажу. То есть вот у меня внизу показано 13.49 монеток Solana. Здесь же у меня настейкано вот всего вместе 14.76. Если мы сюда добавим сейчас, давайте просто добавим, вот, к примеру, покажу. Одну Solana. Вот. То есть это покупка цены за 0, потому что она мне досталась бесплатно. Уже плюс 163%. Вы представляете? Вот это рост. Но что я вам скажу, то что это только начало. Вы не видели настоящего роста. Настоящий рост у нас только впереди. Биткоин, когда ему в 2023 году прогнозировали 100 тысяч долларов за биткоин после халвинга, то есть сейчас уже прогнозируют 200 тысяч долларов. И вот фактор роста 1 уже сыграл, то что одобрили ETF, впереди нас ждет еще халвинг, и это будет самый масштабный рост криптовалюты, как я и говорил еще в 2023 году. Все вот эти новости, про которые я сейчас вам говорю, они уже были известны в 2023 году, но еще не было известно то, что одобрит ETF на биткоин или нет. То есть многие еще сомневались, то, что вряд ли в январе будет это одобрено. Скорее всего, все это одобрение перенесут на март. То есть до халвинга, за месяц до халвинга. Но случилось это намного раньше. Сейчас же что? Сейчас по крипте, скорее всего, по биткоину мы увидим немногое падение. И потом я также буду закупаться биткоином. Об этом я буду сообщать в своем телеграм-канале. Также, скорее всего, сниму ролик, видео на эту тему. И также я собираюсь держать, то есть заниматься этим всю свою жизнь. То есть какую-то часть я, конечно же, буду фиксировать, но это будет уже, скорее всего, в 2025 году, потому что настоящий булран у нас будет где-то начнется с конца 2024 года и начала 2025 года, когда мы увидим просто мощнейший взрыв и ракету на крипторынке. А теперь давайте покажу пример. То есть не все задавались этим вопросом. Я как-то задался этим вопросом, сколько можно было заработать на крипте. Эта новость, конечно, не сегодняшняя, не вчерашняя, она 17 октября 2020 года, но нашел я ее только вот недавно. Сколько можно было заработать на криптовалюте за 5 лет? 50 тысяч рублей. То есть, если вложить эти 50 тысяч рублей в биткоин, допустим, в 2015 году, когда он стоил 262 доллара, то есть мы вкладываем 50 тысяч рублей, позволили увеличить капитал до 3,5 миллиона, почти 4 миллиона, вы представляете? Это за 5 лет. Но, что самое интересное, вторая монета по значимости у нас идет эфириум. То есть 5 лет назад, мы берем, это статья 2020 года, вот, то есть в 2015 году 56 центов. На 50 тысяч рублей, если вы купили, то на пике, когда она стоила максимальных своих значений 1400 долларов, принесла бы 125 миллионов рублей. Блин, где я был тогда? Почему я не знал про это? Вот, конечно, очень-очень жаль. А после того, когда она упала, реализация активов принесла бы прибыль в почти 33 миллиона, что в принципе даже очень хорошо, когда она упала.
А также про остальные альткоины это у нас Ripple, когда принесла бы на пике 32 миллиона, на падении, то есть 2 миллиона, тоже хорошо. И это просто 50 тысяч рублей, вы представляете? Litecoin 6 миллионов на пике, Dash на пике 33,5 миллиона, Monero 70 миллионов, практически 70 миллионов, NEM. Ух ты, NEM вообще просто это 935 миллионов рублей. Но попробуйте еще найдите такую монету. Лично в то время я бы не стал в нее инвестировать, так как тем более 50 тысяч рублей, при том как неизвестно вырастет она или нет. Итак, также я написал в своем телеграм-канале цели на 2024 год. Так, вот у меня темы, все, я сюда выкладываю. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, здесь я выкладываю намного больше тем, то есть статьи сюда пишу не так, как видео у меня не так часто выходит. Мои вложения в криптовалюту, чтобы составляли, то есть, 1 миллион рублей, то есть это мои, то есть с тем, что у меня сейчас есть, и еще вложился бы. Купить биткоин на 100 тысяч или более рублей. Это вот моя цель, это то, что я должен сделать в 2024 году. Найти также хорошие альткоины, что это не очень легко сделать. То есть хорошие альткоины, а вложиться в них также по 50 тысяч рублей. И уже цель моя будет, я буду фиксировать уже в 2025 году, ведь главная задача у нас прибыль забрать. Какую-то часть я не буду все фиксировать. Вот, кстати, вот следующая тема. Каждый хороший альткоин купить минимум на 50 тысяч рублей. И прочитать книги про криптовалюту для своего развития. Что-то узнать новые книги я уже заказал. Скоро они мне придут. Кстати, буду также в этом телеграм-канале скину вам фото этих книг. Итак, что хочу рассказать, ребята, криптовалюта растет, все у нас хорошо. Добро пожаловать в булл-ран, наверное, который у нас скоро будет. То, что вот сейчас было в конце 23 года и сейчас происходит, это просто капля в море, ребята, капля в море. Скоро вот в этом году уже будут происходить чудесные вещи на криптовалюте, ребята, это будет просто бомба, это взрыв. Даже вот 10 января у меня просто тема за темой, я читаю новости, я не успеваю. Крипта вся растет, просто взрыв какой-то, я даже за новостями не успевал, и вот не все новости я в свой телеграм-канал выкладывал. Ну что же, ребята, давайте прощаться. Кстати, помним то, что в 2022 году было полное падение, то есть было все плохо, и экономика, и акции, и крипта вся упала, но все-таки я продержался. И именно в этот плохое время я начал вести свой YouTube канал. Вот, пожалуйста, вы видите, как я продержался. Все на своем примере. Кстати, я не просто говорю, я также выкладываю все свои сделки, показываю на YouTube канале, в Telegram канале то, что я покупаю. Вот, пожалуйста, и это была самая, вот 22-23 год, это была самая затяжная криптозима. И вот, наконец-то, сейчас взрыв. Все, ребята, до свидания, всем пока. И помните, после самой темной ночи приходит самый яркий рассвет. Всем удачи!